Здравствуйте! Сегодня мы будем шить платье кукле в японском стиле кимоно. Платье очень легкие в исполнении и еще проще строится выкройка. Как всегда, на листике бумаги мы рисуем то, выкройку чего мы хотим построить. В данном случае мы рисуем платье. Как можем, без хитрости. Отмечаем необходимые замеры на нашем чертеже платья и будем замерять их. Начинаем делать замеры. От кисти руки до кисти руки 20 сантиметров. Пишем. Длина изделия 12 сантиметров. Объем груди 18 плюс 2 сантиметра на облегание. Но мы половинку чертежа делаем, поэтому 20 делим на 2, получаем 10. Объем ручки у нас 8 сантиметров, делим на 2 и получаем 4. Как получилось 10, я уже вам объяснила. Объем груди 20 мы разделили на 2. Все у нас готово. Начинаем делать выкройку. Берем 2 листочка бумаги. И от точки А, как всегда, от точки А мы начинаем работать. От точки А. Это у нас центр нашего платья, нашего чертежа. В каждую сторону мы откладываем по 10 сантиметров. Теперь мы откладываем ширину рукава в половинном размере 4 сантиметра. Отложили ширину рукава. Дальше мы объем груди будем откладывать в половинном размере. Вот от центральной линии мы в одну и другую сторону откладываем по 5 сантиметров. 12 сантиметров – это длина нашего изделия. Платье должно к низу немножко расширяться. Поэтому если вверху мы взяли по 5 сантиметров, внизу можно взять по 7 сантиметров, чтобы немножко клеш платья шло. Выкройка у нас готова. Все готово ровно за 3 минуты. Вот наше платье пошито по этой выкройке. Дальше. Мы приготовили 2 листика. Работаем с ними. Откладываем пунктиром наши добавления на строчку. Вверх мы откладываем от точки А 1,5-2 сантиметра. Это у нас будет на подгиб. И вот я начертила, это объем шейки нашей куклы. Шея у куклы разной толщины, поэтому замеряйте, какая у вас шея. Вырезаем, учитывая припуски на швы. Вырезали. Выкройка теперь у нас почти совсем готова, но мы должны на спинке сделать разрез, чтобы кукле легко было одевать это платье. Поэтому одна часть выкройки – это у нас вперед, а вторая часть выкройки – это спинка. Вот чтобы вам было понятно, я вам загнула верхние припуски на швы и разрезаю спинку, потому что одна часть, мы уже сказали, это вперед, а вторая часть спинка. Вот видите, на спинке у нас разрез. Как бы обрабатываем этот разрез?
припуск на застегание. Мы кладем на листик бумаги нашу половинку и просто добавляем необходимый припуск на застежку. Повторяем нашу выкройку, чтобы нам было понятно. И добавляем, сколько вы считаете нужным. В данном случае мы добавили 2 сантиметра. На одну сторону выкройки. Центр пишем, центр, куда будут сходиться наши полочки платья. Вырезаем. И демонстрируем, как будет застегаться у нас платье. Подгибаем. Теперь даем припуск на застежку. Застежку тоже обрабатываем на материале. И вот у нас кусочек получился. Этот на заход ткани на ткань, накладывание. Но с другой стороны, за другой части полочки мы тоже будем делать припуск. Вот видите, уже все нам совершенно понятно. Даем немножечко сюда припуск. В данном случае где-то 1,5 сантиметра я дала. Вы можете этот припуск делать различной ширины на ваше усмотрение, смотря какой у вас объем груди у куклы, какой толщины кукла, какой высоты кукла. Это вы определяете самостоятельно. Пишем центр, где сходятся два центра. Также точно подгибаем, как мы будем делать на ткани. И вот смотрите, два центра у нас сошлись воедино, как раз посерединке платья. Все достаточно просто и понятно. Теперь у нас есть спинка, состоящая из двух половинок, левой и правой. И есть перед, цельнокроенный, без разреза. Но разрез можно делать и впереди. Все на ваш вкус и вашу фантазию. Теперь фишка заключается в том, что мы начинаем сшивание плечевых швов. Мы шьем плечевой шов. Это первый наш шов. При этом мы шьем, зашиваем его так, две половинки сшиваем таким образом, чтобы оставалась у нас дырка для шеи, то есть отверстие, куда будет помещаться шея у куклы. И мы начинаем шить. Центр шеи, видите, мы отметили. Нам совершенно сейчас понятно, как мы шьем. И вот мы вот так начинаем просращивать только до шеи, начала шеи. Также точно и с другой стороны мы просрачиваем до начала отверстия для шеи. Это первый наш шов. Как только мы просрочили плечевой шов, мы переходим к обработке рукавов. Вот такое у нас получилось изделие, и начинаем обрабатывать рукава. Мы то ли их подшиваем, то ли пришиваем рюши. Все на ваше усмотрение. Теперь второй шаг, мы обрабатываем рукава. Обработали. И третий только шаг будет. Это мы будем строчить боковые швы. И в самом конце мы подшиваем наше изделие, опять вставляем рюши или украшаем тесьмой. Вот это готовое наше изделие. Давайте посмотрим. То есть начинаем мы с прошивки плечевых швов. Потом переходим
к обработке края рукава. Видите, да? И отверстие у нас для шейки куклы. Край рукава мы обрабатываем, и только потом мы сшиваем боковые швы. И потом обрабатываем низ изделия. На пошив у нас еще полчаса уйдет. Ну и для новичков может быть минут 40. Но в любом случае, пожалуйста, творите, и у вас замечательно все получится. А мы будем встречаться уже на следующих уроках. Вот я сейчас вам показываю, как можно из другой ткани сделать вот эту нахлёст. Не из этой ткани, а просто из другой. В данном случае у нас на платье, видите, белая ткань, подкройные кусочки. Но это исключительно для дизайна. Вот этот кусочек мы просто дострачиваем другим цветом ткани.